Так, всем привет. Сегодня у нас Zoom с Энди Брайсом и Валентиной Романовской, коуч из Санкт-Петербурга. Значит, для тех, кто не знает, кто такой Энди Брайс, один из первых учеников Гарри Крейга, и он был в первой группе тренеров, которых подготовил Гарри Крейг. И после этого он был руководителем АМЭД, это центр сертификации в Англии, практиков EFT. И всем привет, кто к нам подключается. Энди, привет. Andy, hello. Sasha has just shared some information about you. Он к нам уже присоединяется. Привет, Михаил из Словении. Так, ну, наверное, у Валентины есть вопросы. Я пока побуду в стороночке. Здравствуйте, коллеги, очень рада вас видеть. Единственное, что я хотел, забыл сказать, значит, друзья мои, значит, 16-17 октября у нас будет двухдневный семинар Энди Брайса онлайн. Это каждый день по 7 часов с практикой, и, возможно, это в этом году мы больше проводить таких не будем, так что подключайтесь, вписывайтесь в нашу тусовку, и ссылочки все в описании. This part was about this event, October 16th, 17th, okay? And we are ready to start. Валентина? Да. Здравствуйте еще раз, коллеги, здравствуйте. Валерия, Сергей, Энди, простите. Недавно, да, мы с Валерием, моей коллегой, исследовали такую тему в интервью, как EFT и коучинг, и нашли очень много точек пересечения в этих темах, в этих инструментах. И мы хотели бы поговорить на эту тему. Valentina said that we have recently covered this very topic, EFT and coaching. We were really interested to discuss this sphere, and we would like to ask several questions today. My pleasure. I hope I can help. Да. Я сама практикующий коуч, и я, как и мои коллеги, часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда клиент захвачен эмоциями, и коуч, он не всегда в одном лице психолог, и сам специалист может быть фрустрирован и растерян в некоторые моменты своей практики. Как вы считаете, можно ли применять EFT в коучинговом процессе? Энди сказал, что ответит нам на наши все вопросы. И первый вопрос Валентины. Okay, sorry. The first question of Valentina was, she is coach herself, and as we know that coach is not a psychologist, and we have some coaching protocols, but sometimes we can encounter the situation when the client is emotionally involved or kind of emotionally grasped or captured. And what should we do in this case if we are not psychologists and we have no, we have no right to, to start therapy session because it's coach session? How can we apply EFT here? What can you say? Well, there are a number of reasons and a number of possibilities in this situation. There can be a lot of people come to me with issues from their childhood, so we're sort of working through the counseling sort of situation. But once the past is let go of, and they think about where am I going and how can I get there, so coaching comes into play. And so a coach is drawing out the best of their team player. Энди говорит о том, что к нему самому приходит достаточно много клиентов, которые, ну, так скажем, приносят с собой свое прошлое. Но как только вот тема прошлого отходит на второй план, нам необходимо все-таки найти вот то лучшее, вот те самые ресурсы в человеке, чтобы, ну, так скажем, шла речь о будущем, то есть чтобы соединяться с будущим. So
when I meet people, they seem to be people who know what they want, people who don't know what they want, but are capable of knowing what they want, and people who don't even know how to know what they want. И он говорит о том, что встречаются три типа людей. Люди, которые, ну, кажется, на первый взгляд, знают, что они хотят. Люди, которые способны узнать, что они хотят. И есть тип людей, которые даже, ну вот, не знают, что они хотят. So, depending on who you're working with, you're wanting to help them determine where they want to go. Right? И в зависимости от того, да, в зависимости от кого, с кем вы работаете, конечно, ну, важно понимать, куда они хотят прийти. So let's say you have several sessions with this client and they're not doing something. Like they're doing some things, but there's one thing they're not doing. Ну вот, допустим, вы работаете с клиентом несколько сессий, и ну, вот он что-то делает, но что-то, какую-то ключевую вещь он не делает. With EFT, we can ask, you know, what does it feel like when you think about doing this? You know, what's the problem? Да. And then, применяя EFT, мы можем спросить человека, что вы чувствуете, когда ну, вот вы об этом размышляете, вот о том, что вы не делаете, какие приходят эмоции, да, в чем проблема, в чем тут трудность. For instance, what to charge? Well, how much money do I ask for my sessions, or how much money do I ask for? It can be an issue for people. Ну, например, может быть такой заряженной темой плата, да, то есть плата за услуги, то есть сколько денег я прошу за свои услуги, то есть тема оплаты труда может быть заряженной. So we can ask them, when you think about asking a client for your fee, what happens? How do you feel in your body? Да, мы можем спросить у такого человека, у нашего клиента, когда вы размышляете о деньгах, вот, о запросе денег у своего клиента, да, что происходит в вашем теле, что вы чувствуете в теле? So it's not really therapy, but it is getting into when I think about this, how do I physically feel? What are my emotions? Да, то есть это не относится никак к терапии, да, но это просто некий такой коннект с собой, когда мы размышляем об этом, что происходит у нас на уровне эмоций в теле. И это просто некая такая связь разума и эмоций, разума и тела. So we can ask, you know, do you feel like you deserve this much money? Вы чувствуете, что вы заслуживаете вот это большее количество денег? And they might say, well, it is a lot, or they'll have... Могут сказать, ну, я не знаю, это может быть многовато для меня, или так как-то выразить сомнение. And then we can say, well, what happens? How do you feel in your body? What sensations do you have? И тогда мы спрашиваем, какие ощущения в теле у вас происходят вот в этот самый момент, когда вы сомневаетесь, что конкретно в теле вы ощущаете? So it might be tight in the throat. Может быть, сжатие в горле. Tightness in the chest, you know, can't breathe so well. Человек, может быть, в эту секунду прекращает дышать или как-то становится трудно дышать, сжатие в груди. And tension, maybe tightness here and here. Просто напряжение в шее, вот в ключице. So in that, let's pretend that and just say, so even though I feel anxious and I'm not sure if I deserve. Да, ну, это предполагаемая ситуация. Несмотря на то, что я испытываю беспокойство, вот эту тревогу и ощущение, что я не заслуживаю этих денег, больших денег. And I get tight in my jaw and my neck. Да, и я весь сжимаюсь в области челюсти и в области шеи. And it's hard to breathe. Мне становится тяжело дышать. And it's very difficult to ask for the right amount of money. Это очень трудно попросить о вот этой должной сумме денег. And I accept that that's what's happening right now. Да, я просто признаю и принимаю, что это происходит прямо сейчас. And then you just go to this money anxiety. Вся эта денежная тревога в моей жизни. My jaw locks up.
моя челюсть заблокирована, она вся сжимается. Yeah. And my breathing gets shallow. Да, и мое дыхание стало поверхностным. I worry what they think. Я так беспокоюсь, что они обо мне подумают. What if they say no? А что, если мне скажут нет? What if I lose this job? А что, если я потеряю эту работу, этого клиента? I think about what will go wrong. Я думаю о том, что пойдет не так, что будет... And my chest gets tight. И моя грудь все больше сжимается. And I know they don't believe me. Я чувствую, они не верят в меня. I don't feel like I deserve it. Я не чувствую, что я заслуживаю эти деньги. And it makes it very difficult every time I ask for money. Да, и для меня это именно поэтому очень сложно каждый раз просить. То есть вот предлагать. So that's one round. Это вот пример раунда в работе коуча, который наткнулся на сложности у клиента в работе с темой, связанной с будущим, с ресурсами. Спасибо. Thank you very much. And is that a good example? Is that Very good, very good. Excellent example. Thank you. Прекрасный пример. Да. Энди, спасибо большое за этот пример. Это действительно частые темы про страх будущего, и это очень ресурсная практика. Я даже нашла параллель с разделом коучинга, трансформационный коучинг, да, когда мы работаем с внутренним пространством человека, вот с той глубиной. Сейчас, пауза, пожалуйста, да. Valentina said very big thanks for this very example, because it's very popular in coaching, like in coaching process, and she has found some kind of similar some similarity in transformational coaching when we work with this inner space of person. It's not psychology also, but it refers to some transformational issues, and there is some how to say interconnection between these topics. Скажите, пожалуйста, еще также интересно узнать про бизнес-среду. Многие организации в данном промежутке времени испытывают трудности, если их лидер, если их управляющий находится вне ресурса. Состояние лидера, конечно же, влияет на состояние всей компании, всего процесса, его сотрудников и бизнес-процессов. И какой у вас есть опыт в работе на тему EFT-бизнеса? Как можно применять эту технику для бизнес-процессов и коучинга, например, executive? The next question is about EFT in business domain. For instance, now this periods of time is kind of stressful for business all over the world, and even not taking into account these periods of life, the quality and success in this in any company depends on mostly it depends on this state of the leader, and also it is connected with the emotional state of staff and colleagues and this business atmosphere, right? And what can you say, what is the personal experience of dealing with business leaders, and maybe emotional help for employers and employees, this topic? Well, it's an interesting one for me because there is a old point of view where in corporate structures we have to be hard and tough, and we have to be first, and we have to be right, and you can't make a mistake, and it's very harsh. And it causes neuroses, right? Neuroses, stress. Энди сказал, что это очень интересная для него тема, потому что до сих пор преобладает такой, несколько старый образ мышления в организациях, что
лидер, движимый показателями, прибылью, да, то есть создает такую атмосферу, что все должно быть очень жестко, мы должны быть первыми. И, ну, я добавила, что создается такой невроз, такой стресс, вот эта вот тема такого, как можно быстрее успех, прибыль, и, конечно, все это, ну, приводит к стрессу. And years ago, I was working with an American company where the owner, CEO, was threatened by employees who were very good. И какое-то время назад я работал с одним ну, лидером организации, CEO, который был напуган теми сотрудниками, которые были хороши в своем деле. So his best advisors, best management ended up being in trouble and leaving. То есть его лучшие специалисты по консалтингу, его лучшие сотрудники заканчивали тем, что они были вынуждены уйти. Actually, why? А почему? Why? Well, it was ego. Men, we tend to have egos, right? Это была какая-то его эго-история. So this was many years ago, and actually before EFT. Well, это было давно, до EFT практики. But since then, I've worked with companies, and when we learn how to listen, when it's safe to listen, and we listen to understand, it transforms the whole environment. И Энди сказал, что ну вот, с тех пор он начал уже работать с организациями, я так понимаю, с применением EFT. Он говорит такую мысль, что, конечно же, очень важно быть способными слышать друг друга. И это очень важно для вот всей системы, для всей рабочей среды, слышать и понимать друг друга. So quite often, someone, in my opinion, and it sounds like you too, that the personality and characteristics of the leader influence every level of the company. Да, и вот Энди говорит, что в моем понимании, и он говорит, что, видимо, и в вашем тоже, да, характер лидера, то есть его состояние, его психическое, так скажем, здоровье влияет на все уровни организации. То есть вот то, в каком настроении лидер, это повлияет на все контексты в этой организации. So we, my colleagues and I decided that working with middle management wasn't enough. И мы поняли, что работать с сотрудниками, то есть со средним звеном в бизнесе, это недостаточно. It had to start at the top. Мы должны начинать сверху, To really transform. чтобы действительно изменить всю структуру сверху вниз. So we would work with the chief, the leader, and help them feel comfortable allowing people to express themselves. И я начала работать с одним из лидеров, и я помог ему чувствовать себя комфортно, когда люди, ну, то есть сотрудники его организации, выражали свои чувства, выражали себя. Because you get your best out of your staff when it's safe for them to try things. Да, и самим сотрудникам, то есть вообще, в принципе, для организации это максимально гармонично, когда сотрудники выражают себя и чувствуют себя при этом в безопасности, то есть когда это безопасно. So we work with the confidence and the inner peace of the leader so that nothing threatened him or her. Ну и мы работали вот на одной из конференций, вот этот внутренний покой этого лидера, то есть ничто его не беспокоило. Because when you have the culture of creativity and you get to try things, and if you don't have that, you're worried about, if I say this, will I get fired? There's too much anxiety. Ну, сейчас Энди продолжает мысль такую, что
очень важно сфокусироваться на том, что вот творчество, творческая среда развивается в том месте, где можно делать попытки, где можно пробовать, где можно пытаться сделать то, не боясь совершить ошибку. И вот тогда начинается вот этот поток. А если, все очень жестко заорганизовано, то есть ничего нельзя, одни сплошные ограничения, то начинается блокировка этого потока. То есть вот об этом речь. So some of those issues might be worries about time, like we have to get it done, anxiety about lack of time. Одна из тем, по которым люди очень сильно беспокоятся, это нехватка времени, то есть вот эти самые дедлайны, напряжение того, что все время нужно что-то быстро успеть вовремя, и это очень, очень тревожит. And of course the ego having the leader being safe to let people shine. Да, и, конечно же, это тема эго лидера, то есть лидер должен чувствовать себя в безопасности, позволяя другим сиять и проявляться, то есть быть успешными. And then you can work with the layers because it will expand from there but you can't start at the bottom and work up. Да, и то есть только тогда, когда лидер находится в состоянии баланса, мы можем работать с дальнейшими уровнями, чтобы вот когда это дойдет до дна, это все, вот, так скажем, интегрировалось на всех уровнях обратно. Окей, very big thanks. Достаточно, Валентин? Да, я хотел еще немножко добавить здесь к этому разговору. Значит, я хотел Саша wants to add something. Да, маленькую историю, как мы познакомились с Энди. С Энди мы познакомились в Лондоне, когда я приехал на встречу со Стивом Уэллсом. Сейчас можно по кусочкам, да? Саша is sharing the story how you met actually in London. It was some kind of meeting with Steve Wells, right? Steve Wells, Melanie Moore, Emma Roberts, myself. Да. Я приехал на встречу со Стивом Уэллсом и попал на вот эту эфтишную тусовку, где была Мелани Мур, где был Энди, где был Энди Хант, да? Yes, Andy Hunt, yes. Энди Хант, да, и Сью Бир. Сью Бир, yeah. Да, и как раз Стив Уэллс – это один из мировых лидеров таппинга для бизнеса. Steve Wells is one of the most famous and outstanding practitioners in business sphere, right? Да, он создал направление как раз для работы в корпорациях EFT. He has created some kind of corporate EFT like branch, how to say. Да, и я думаю, что когда наша компания разрастется, у нас будет много коучей, мы пригласим Стива для того, чтобы он дал нам более развернуто, потому что его бэкграунд очень большой, у него банки, у него корпорации, он из Австралии тренер, и у него очень большой опыт работы именно в организации. Asha said that when our EFT Russia community will be bigger, will grow. Вообще я должен сказать, что вот EFT-тусовка, она очень дружелюбная. То есть, когда ты попадаешь туда, и вообще как те люди, которые собираются обучиться, мы сразу вот когда мы решаем какие-то свои проблемы вместе, да, то мы сразу стираем грань вот эту. То есть мы... Сейчас можно по кусочкам, да? Sasha said that if our and when our EFT community grows and gets bigger, we might invite Steve Wells to maybe to take part in this Russian event. But for now, Sasha said that actually our EFT community is full of friendly people, and we are eager to help each other in terms of development and growth. Да, и когда я спрашивал Брэда Йейтса, говорю, а когда тебе плохо, кому ты звонишь? Он говорит, я звоню Стиву Уэллсу. Звонит Брэду Йейтсу. And when he asked Brad Yates, who do you call to when you are upset and disappointed and when you feel stressed and depressed, he said, I call to Steve Wells, and Melanie Moore calls to Brad Yates. Who calls you, Andy? Well, Steve and Brad are my best friends since 2003.
And Brad and I talk regularly. Steve and I have done workshops together. We presented in Australia and London and Canada. Стивен и Брэд, его лучшие друзья 2003 года, они постоянно устраивают какие-то совместные мероприятия вместе, часто разговаривают, созваниваются. And actually, I'm surprised that he said, Brad said he called Steve Wells because they only met a year ago. They're my friends that I brought them together. And actually, Brad and I have done more. He called me more. Саша, правильно перевела, что Брэд звонит Стиву? Брэд звонит Стиву, Мелани звонит Брэду. Да. Энди не надо никому звонить, потому что у Энди... Энди говорит, что удивительно, потому что я познакомила их год назад. Когда это было? Нет, это было не... Кого? Мелани... We are talking about Brad and Steven, right, Andy? Говорит, что 1 year ago? Yes, personally, well, it might be 2 now, but... Okay, I think it is not really important. No, but it's just that... just kind of... We are talking about support, that we provide support in our EFT community. Yes, and возможно, я что-то спутал, но смысл в том, что у вас всегда есть возможность обратиться в сообщество, да, и получить поддержку. И таких случаев было много у нас внутри, вот, поэтому приобщайтесь. Yeah, Sasha just wanted to say that we are amiable and open-minded people who can provide support. Exactly. I was just saying that Steve Wells and David Lake, his business partner, and I met in 2003, and we've been friends since. And Brad Yates and I were the first members of the first emotional support team for Gary Craig workshops in 2004. Да, в 2004 году Энди с Брэдом Йейтсом были первыми участниками вот этой группы эмоциональной поддержки, так называемой emotional helpers, в 2004 году, и они все вот дружат с тех пор, это действительно так, то есть они дружат и в партнерстве находятся, это правда. Да, на самом деле мы можем приглашать многих людей, просто надо понимать, зачем, для кого, да, потому что EFT используется в мире уже больше 25 лет, и те люди, которые начинали этим там заниматься, да, они накопили огромный бэкграунд за эти годы по совершенно разным сферам жизнедеятельности, да, кто-то занимается отношениями, кто-то занимается бизнесом, кто-то занимается какими-то понятно, своими направлениями, соматикой, да, и так далее, и тому подобное. И у всех этих людей очень интересно поучиться, узнать, но для того, чтобы все это организовать, нам зрители. Sasha said that we are happy to invite specialists in different domains like EFT and business, EFT and psychosomatics, because each person is is good at, is brilliant at something, and they are just the examples, cases, yeah. And Sasha said that we would like to invite different specialists from America, United States, I mean, Britain, Canada, and etc. But we have to, we should have some audience. We should have some people for whom. Okay, maybe it's time to tap a bit, like to do some tapping, no? Может быть, уже время потапить, Саш? Да, конечно, особенно для тех, кто присоединился к нам и ничего не знает про это, самый лучший способ – это попробовать на себе. So maybe this like kind of professional topic or business topic or like some. I just want to say that when I went to my first workshop with Gary Craig 18 or 19 years ago, I was impressed with how everyone was so accepting and loving.
Энди говорит, он хочет добавить перед началом таппинга, что очень важный момент, что когда 19-20 лет назад он побывал вот в сообществе Гэри Крейга, его поразило то, насколько в этом сообществе все принимающие и любящие. И вот это действительно, я это уже слышу в интервью, что действительно это вот на этом акцент, что в EFT все друг друга поддерживают. Это так. And that has been true ever since, that people who get together to do EFT seem to be more harmonious. Да, и вот с тех пор так повелось, что делать EFT вместе, собираться группами, да, это кажется таким чем-то гармоничным. То есть это такая практика. Да, я хотел сказать, что на самом деле это потому, что EFT это просто и это недолго. Да, и вот это очень легко оказывает другим людям помощь. И многие люди, которые в этом сообществе EFT мировом, да, они участвовали в разных волонтерских движениях, которые помогали людям по всему миру в результате различных происшествий, там, стихийных бедствий и так далее. Да. И тем более это очень просто, когда вместо того, чтобы успокаивать кого-то, там, говорить какие-то слова, сказать, давай сделаем это. Да, Sasha said that it is really easy to use EFT. It is easy and fast. It's very fast technique to use, and that's why it was really easy to implement that. Although some people took part in different volunteer, right? Volunteer like events, and it was easy to help people to release stress, to calm down. That's it. Yeah, it's especially if we're talking about business, the environment, how people are feeling is as important as what people know. Особенно говоря о контексте бизнеса, то, что чувствуют люди, то, что они переживают на работе в своих рабочих условиях, не менее важно, чем то, что они знают. То есть компетенции не так важны в отрыве от их эмоционального состояния. Поэтому очень важно это понимать лидерам организации. Атмосфера. And for instance, public speaking, if you're anxious about public speaking, that can limit your promotion, limit your ability to grow your business. Да. И, например, допустим, если у вас есть проблемы с то есть если у вас есть трудность с публичными выступлениями, да, это может затормозить ваше развитие, ваш рост профессиональный, организационный и так далее. And so when we are anxious and when we panic, our focus narrows down to the problem, and we see only the problem. Когда мы паникуем, когда мы в тревоге, наше сознание сужается ровно до размеров проблемы, и мы в ней застреваем. And when we're calm, our attention opens up, and we see more opportunities. Да, и когда мы успокаиваемся, наше внимание расширяется, и мы начинаем видеть возможности. So to be successful in business, one needs to be energetic and calm. И для того, чтобы иметь успех в бизнесе, важно быть полным энергии и спокойным. It must be like an Olympic athlete who is under great pressure to perform and yet has to be very present and mindful. Но это аналогия с олимпийским спортсменом, который находится под влиянием, под огромным давлением толпы зрителей, да, и при этом он должен быть максимально в моменте, присутствовать здесь и сейчас, в своем центре, чтобы достигать успеха. And sometimes I work with people who think they're if they weren't anxious, they wouldn't get anything done. If they weren't anxious. Yeah, anxiety is their friend because it makes them do things. Окей. Он говорит, что очень часто встречает клиентов, которые считают, что если они не будут обеспокоенными, то они ничего не сделают. То есть тревога как будто бы их такой движущий механизм, что если они не будут тревожиться, то они будут сидеть и ничего не делать. But it's inefficient, it's exhausting. Это неэффективно, это утомительно. So maybe we could
I do a bit of tapping on being calm and relaxed under pressure. О, супер, very good, super. Mhm. Yep. Okay. Мы сейчас делаем таппинг на тему того, как быть спокойным под давлением некоторых условий. Okay, so there'll be pressure in coaching, pressure in sales, in all kinds of business and sports. Да, есть напряжение, давление в теме бизнеса, в теме коучинга, в теме спортивных достижений. So no matter where I go or what I do, Да, неважно, куда я пойду и что я буду делать. the important things get me excited. Мгм. Вот эта важная вещь заставляет меня excited in positive or negatively? Anxious. Заставляет меня, понервничать. Что-то важное заставляет меня понервничать. And just when I need to be calm and clear-headed, Мгм. И в тот самый момент, когда мне нужно быть спокойным и с ясным сознанием, I start to get anxious because now it's really important. да, я начинаю беспокоиться и тревожиться, потому что сейчас это очень важно. So just when I need to be calm, I'm anxious. И таким образом, когда мне надо быть спокойным, я в тревоге. And I don't know how to stop it. И я не знаю, как это прекратить, как это остановить. I know it doesn't help me, Я понимаю, мне это не помогает, but I can't stop. но я не могу это остановить. And I deeply and completely accept that's the truth right now. И я глубоко и полностью принимаю, что сейчас так, вот так со мной происходит. Okay. Important times are stressful for me. Вот эти важные моменты жизни такие стрессовые для меня, они полны стресса. Even when I plan properly, I get anxious. Даже если я все планирую четко, если я готовлюсь, я становлюсь тревожным, я беспокоюсь. And all my good thoughts go away. И все мои хорошие позитивные мысли куда-то улетучиваются. I get nervous in my stomach. Я тревожусь, и это чувствуется в животе. I get sweaty. Да-да-да. Я потею, пот катится. And I feel nervous. Я чувствую, что я нервничаю, сильно нервничаю. Even when I've been fine the day before. Даже если со мной было все абсолютно в порядке за день до этого, When I need it, I lose it. когда мне это нужно, в этот самый момент я теряю это спокойствие, это состояние. Yeah, I know I need to be calm and clear. Я знаю, что я должен быть спокойным и с чистым разумом. But something takes over and I get anxious. Но что-то происходит, и я начинаю нервничать. And I'm so tired of struggle. Ой, я так устал уже бороться с собой, с этими состояниями. I make everything a big struggle. У меня из всего происходит какая-то борьба. Все превращается в борьбу, испытание. I know I'm good at what I do. Я знаю, что я хорош в том, что я делаю. Я I эксперт. still feel the anxiety. Но я все равно чувствую вот эту тревогу. I don't trust the result. Я не доверяю результату. Я не верю в него. I don't trust myself. И не доверяю себе. I don't think they're going to believe me. Я даже не думаю, что они в меня поверят, эти люди. I put a lot of effort into all my fears. Я вкладываю очень много внимания и вот этих вот усилий во все свои страхи. I think about what could go wrong. Я очень много думаю о том, что пойдет не так. I don't think about what can go right. И я не думаю о том, что будет классно, что пойдет хорошо. And I know that's a good thing to do. Хотя я знаю, что вообще-то так и стоит делать, думать о хорошем. But I get anxious. Но я тревожусь, я в беспокойстве.
maybe I can stop being anxious. Ой, может быть, я могу прекратить это, перестать беспокоиться. Maybe I can remember to breathe. Может быть, я могу вспомнить о том, что можно подышать, выдохнуть. And the tapping tends to help me. И таппинг вообще обычно помогает мне в этом. And my mind calms down. И мой разум начинает успокаиваться в процессе таппинга. When I breathe evenly Да, и когда я начинаю ровно дышать, and I do some tapping, при этом делаю таппинг, my shoulders relax, мои плечи расслабляются, my mind goes clear, мой разум начинает очищаться, and I nail it. и я становлюсь спокойнее. I get it done. И вот вроде бы уже начинает получаться. When I'm calm, I'm great. Я справляюсь, и когда я спокоен, Yeah. успех When I'm приходит. calm and relaxed, I'm really my best. Да, и когда я расслабляюсь, я действительно могу сделать лучшее, что я могу сделать. And Мгм. I've worked hard to be as good as I am. Я действительно много работала, чтобы быть настолько хорошим, каким я являюсь сейчас. And it's okay to trust myself. И это нормально доверять себе. It's okay to believe in myself. Это вообще, это хорошо, это окей верить в себя. I deserve to succeed. Я заслуживаю того, чтобы преуспеть. My work helps people. Моя работа помогает людям. I help people Я помогаю людям. who help people, Тем, кто помогает другим людям. and that helps me. И это помогает мне. And that's win, win, win. И это тройной вин, тройная победа. This is the best work. И это лучший вариант работы, на мой взгляд. Helping people succeed is the best work. Помогать людям преуспевать – это лучший вид деятельности. I love my job. Я обожаю свою работу. Helping others succeed Помогать другим преуспевать is very honorable. – это очень почетная работа. And it's okay to feel good about that. И это классно чувствовать себя в порядке по этому поводу. Чувствовать себя хорошо. Фух, вдох-выдох. Thanks. And a nice Да, breath. Yeah, good breath. вдох-выдох. Спасибо. Thank you. Thank you, Энди. Very Спасибо. nice topic. Very nice topic you have chosen. It's really important. Да. Если вы начали зевать, как я, это значит, ваше тело расслабляется, и это Все хорошо. получилось, что все получилось, да. Валентин, Да, остались да. еще вопросы? Да, есть, конечно. Энди, спасибо огромное за такую практику. У нас конец дня, и я прям ощутила на себе разницу состояния. Спасибо Valentina огромное. said that here in St. Petersburg, it is the evening, the end of the day, and she said that she really feels, she has just experienced this stress release. She feels much better, and this is her personal things. Yes, it's true, it's true. Да. Я хотела подытожить, да, первую часть нашего разговора. Сейчас время комьюнити, время объединений, время построения команд. И я отчетливо вижу, что EFT – это прекрасный способ сблизить людей именно из ресурса, а не из травм. Вот такая вот прекрасная мысль мне пришла. Valentina wants to sum up the first part of our conversation, that today this is the time of creating communities, kind of new way of being in contact. And she said that EFT is a great tool that we can use as a link to help people meet and create communities all over the world, she said. I agree. I have worked with every religion, every culture, every race of people, and what I find is, one, it brings all of us together, and EFT doesn't need you to believe something. You don't have to be Catholic, or you don't have to be,
Muslim or Spiritual. Christian. Энди говорит, что он работал с разными категориями, то есть религиозными группами, с разными культурными группами, с людьми разной национальности, расы. Он говорит, что действительно наблюдает, что EFT сближает людей разных, ну так скажем, из разных комьюнити, и тебе не нужно верить в EFT, тебе не нужно верить в одно и то же, в одного бога или в какую-то идеологию, да, то есть это именно то, что объединяет вот на уровне как раз-таки принятия результатов, то есть вот людям становится спокойнее, они становятся более открытыми, и это действительно сближает, да, это так. And is very useful for people in a niche, in a particular group, because they have shared values and goals. Да, и это очень важно для людей, ну, вот конкретной ниши какого-то, допустим, бизнес-сегмента или, ну, какой-то организации, или, неважно, не только в бизнесе, но и, в принципе, любой направленности, потому что у этих людей определенные общие ценности, и вот на уровне мини-сообщества это работает особенно, ну, заметно, и люди, собственно, продуктивными становятся в этой среде. Yeah, I think it's a great way to bring people together, and when you tap together, you open your hearts. И также, когда вы вместе простукиваете, это классный способ открыть сердце, вот, то есть вот почувствовать это групповое поле, условно, да, то есть вот это единение, когда вы занимаетесь совместным таппингом. And so we get out of competition. We're helping each other, and we celebrate when we have a win. Да, и мы выходим за пределы вот этих стратегий соревнования друг с другом. Мы теперь поддерживаем и мы радуемся успехам других. Мы находимся вот в этом поле поддержки, когда вот этот win-win-win, да, происходит. Окей, thank you. And... Да, я хотела, спасибо большое. Да, еще можно один вопрос, один комментарий к Энди, да, то, что сказал Энди, и Валентина этого не знает. Я не встречал нигде в других каких-то психологических практик такую штуку, как взаимственная выгода, которая есть в EFT. То есть это когда работает с одним человеком, а постукивают другие люди. И точно так же это может быть удаленно где-то по видео, да, и это помогает тем людям, которые в этом участвуют. То есть это такой эффект. Sasha said that one more extra interesting thing that we have in EFT, this is borrowing benefit. Взаимственная выгода. Borrowing benefit, right? I was involved in the first borrowing benefits workshop with Gary Craig. What we realized was that when you're tapping with someone who is maybe dealing with something that never happened to you. Энди говорит о том, что он был первым участником вот этого воркшопа по заимствованной пользе как раз-таки с Гэри Крейгом. Он говорит, что это было удивительным опытом, когда действительно ты простукиваешь, глядя на процесс EFT у человека, у которого есть что-то, чего никогда не было у тебя, ну, то есть как проблема. And I was one of his demonstrations, so I was on stage. Он участвовал в демонстрации, он был на сцене, Энди. So what we found, well, maybe I can contrast group tapping and borrowing benefits. Contrast, you mean what? It means this is like this and this is like that. They're different because... Ну, то есть есть некая разница между вот групповым таппингом и вот этой темой заимствованной пользы, потому что... What Brad Yates does is group tapping. He works with the group and everyone, you know, he might have a topic, but he generally works with the group. Когда Брэд Йейтс работает с группой, когда он работает с большим количеством человек, все простукивают какую-то одну тему, то есть он работает с группой. But borrowing benefits is, I have a person here. В теме заимствованной пользы я имею своего клиента, ну, то есть у меня клиент сидит напротив. And I work with this person, and you tap along with us. Я работаю с этим человеком индивидуально, да,
а вы смотрите на меня и работаете вместе с нами. То есть простукиваете с нами. So what we ask you to do is to write down your issue. Да, и вот что мы предлагаем, это когда вы видите индивидуальную работу, Write it down. Put вы записываете свою тему. you just write it down and you do 0 to 10. How intense it is. Да, вы свой запрос записываете, шкалируете его от 0 до 10, сколько баллов. And then you forget about it. И забываете свою историю, и начинаете простукивать вместе с тем, что происходит вот в паре. You're tapping along with the demonstration person. Да, вы начинаете простукивать вместе с тем, что происходит в демонстрации. And then at the end of that session with this person, you look at your issue. В конце сессии демонстрационной вы заглядываете в свой листочек с баллами по поводу своей проблемы и измеряете, сколько баллов теперь. And then you see if it's gone down. И проверяете, понизилось ли оно или пропало полностью. Вот такая магия, которая называется заимствованная польза. So I was very impressed with this, and I felt that for people with very painful memories and traumatic events, this would be very good. Он говорит о том, что он был поражен этому феномену и говорит, что такая методика, то есть вот работать не через свой контент, со своим запросом, да, может быть очень полезна для тех, у кого сильные травмы, какие-то очень большие, эмоциональные трудности, и доступ к своему материалу может быть очень болезненным. А вот когда мы работаем через подключение к контенту другого, это может быть экологично. Because they wouldn't have to face the trauma, they wouldn't have to. Они не должны сталкиваться со своей личной проблемой, со своей личной историей. So they're reducing the problem, but they're tapping about something else. Да, то есть у нас есть проблема, мы ее обозначили, но мы простукиваем что-то другое. Это и есть заимствованная польза. И Саша сказала, что это удивительный феномен, вот, который наблюдается в мире EFT. Ну, на самом деле в EFT это техники, не одна техника, это техники эмоциональной свободы. И там очень много разных фишек, которые Энди покажет на своем тренинге. Поэтому приходите обязательно, и вы все это узнаете. И не только узнаете, но и попробуйте. И самое главное будет после тренинга Энди, когда у вас появятся новые знакомства, связи, когда вы сможете общаться с коллегами. И ваш бэкграунд, он будет повышаться день ото дня, потому что люди начинают писать видео, люди начинают писать свои программы, у них появляется интерес, и есть с кем это обсудить. Это есть. Валентина, хотела задать какой-то еще один вопрос? Да, спасибо большое. Я так поняла, EFT – это очень универсальный инструмент, который может помогать людям, даже не помогающих профессий. А скажите, пожалуйста, про ваш опыт работы с такими профессиями, как архитекторы, артисты, врачи. Ведь наше общение, оно строится на эмоциях. Любая коммуникация – это про эмоции. И эмоциональный фактор – это основа любой коммуникации. Расскажите про ваш опыт, пожалуйста, работы со смежными профессиями. Valentina said that we have just covered, how to say, connection of EFT and business, like coaching and psychological spheres, like helping professions. But taking into account that emotional factor, we have in every sphere, in every profession, we have these emotions, emotional component. What can you say about application of EFT, usage of EFT in, for instance, sphere of actors or architects of any other professions that are not helping ones? It's as soon as you put more than two people together, you have politics, you have emotions. There are architects who are brilliant, but are not succeeding. EFT
helps you identify the areas of weakness and resistance. Weakness in that maybe self-doubt, fear of conflict, fear of standing up for himself and saying, this is, this is my work. It doesn't matter whether it's architecture or concrete applications. It's Окей. Энди говорит о том, что, ну вот, если говорить об отношениях и об эмоциях, то там, где есть два и более человек, уже начинаются какие-то, ну, так скажем, взаимодействия, то есть начинается политика. И, то есть Энди говорит о том, что, конечно же, очень важно понимать, что в любом деле могут включиться какие-то трудности, связанные с тем, как отстаивать свои права, вот постоять за себя, да, то есть выразить что-то, запросить что-то. И поэтому, конечно же, где угодно может понадобиться EFT вне профессионального контекста. То есть, да. Yeah, I've worked with dentists, veterinarians, accountants. Работал со стоматологами, с бухгалтерами, с ветеринарами. Presidents of companies and президентами компаний. We all have minds, we all have hearts, and У всех есть разум, чувства. Поэтому это применимо везде, в любой отрасли, не только в области помогающих профессий. Anyone in any industry that asks to have a coach will have a better coach if they use EFT. То есть в любой организации, в любом направлении, то есть в любом направлении деятельности требуется коуч. Организации нанимают коучей, да, и было бы лучше, если бы каждый коуч владел EFT. Это то, как раз о чем мы записали с Валентиной интервью. Да. Окей. Солидарна с вами. И, наверное, последний вопрос сейчас у нас уже будет. Мы заканчиваем. Да, у меня остался еще вопрос очень важный. Я сама коуч, у меня нет психологического образования. Я также знаю, среди своих коллег есть некое опасение заниматься EFT, идти в эту практику из-за такого момента юридического, да, насколько это безопасно с точки зрения не навредить своему клиенту, с точки зрения уголовной ответственности. Понятно ли я донесла свой вопрос, Лера? Да. Valentina has just asked that she, for instance, she is just a coach. She has no specific psychological education. And what can you say? Maybe you can tell us, share some experience in your country. How can EFT practitioners work and help in terms of emotions, having no diplomas of clinical psychologists, medical, some helpers, and that's it? Well, I've only been here 12 years. I was in Canada before. And I just remembered a woman I worked with in Calgary. And she was a real estate agent, and the agency had 90 salespeople. Сейчас, минуточку. То есть Энди говорит о том, что он раньше жил 12 лет назад в Канаде, сейчас он живет в Британии, и в Калгари он встретил женщину, которая является агентом по недвижимости. And could you please repeat the last sentence, the last phrase? She was one of 90 salespeople. И она была одной из 90 вот этих вот, ну, так скажем, агентов, вот этих вот продающих, ну, то есть людей, которые продают, осуществляют продажи. So they're all selling houses and. Они все продавали дома, недвижимость. And 90. This is the best sales, and this is the worst sales. Она, то есть вот, ну, то есть, she was the best, sorry. She was the worst. Она была одной из худших, да, то есть, в общем, там были лучшие и вот худшие. And she was a mother. Она была мамой. A couple of grown children. У нее было 2 взрослых детей. And she was a very good mom. Она была очень хорошей мамой.
but she just couldn't connect with her clients. Но она не могла соединиться со своими клиентами. So after tapping with her a little bit and getting, a few weeks and getting to know her, I suggested that she think of her clients as if they were her children. Да. И по мере того, как они вот занимались EFT, они знакомились, становились, ближе вот в этих терапевтических отношениях, то есть он предложил ей, а почему бы тебе не начать относиться к своим клиентам как к детям, так же, как ты относишься к своим детям? In 6 months, she went from the bottom to number 3. Через 6 месяцев с самого дна вот этой вот своей профессиональной карьеры она стала номер 3, топ. Она стала номер 3. And she was salesperson of the month. И она стала продавцом месяца. Ну, то есть... So just, this had nothing to do with psychology, but I was able to see that how she was treating her clients was, they didn't connect with her as a person. Да, это не имело ничего общего с психологией, я просто видела, что она не может вот соединиться, то есть войти в рапорт со своими клиентами, как человек, как личность. So I suggested that she had some skills and qualities that she could use. She didn't have to learn, she already knew them. Да, то есть я даже не предлагала ей приобретать какие-то новые навыки, я предложила ей применить те качества, те навыки, которые она уже, которыми она уже обладает. So she was being a real estate salesperson like she thought she should. Она была вот этим агентом по недвижимости, она была таким агентом, каким она предполагала, что она должна быть, то есть у нее был какой-то образ, каким должен быть агент по недвижимости. But it wasn't authentic, it wasn't real. Она не была в этом аутентичной, она не была в этом собой. And when she started actually caring and being a motherly kind of person, и когда она начала проявляться как заботливая мать для своих клиентов, то есть она стала любящей, заботливой, people responded and they... люди откликнулись, то есть она нашла вот свой способ находить контакт с клиентом, свою стратегию, входить в контакт. Is that a helpful example? Yes, it was very helpful case. Thank you very much. Ну, то есть Энди спрашивает, достаточно ли такого примера, что мы можем помогать, то есть мы можем работать, даже не будучи дипломированными психологами и медиками, потому что это просто стратегический момент, то есть вот такие лайфхаки нам в помощь. И, кстати, этому будет, то есть будет об этом на нашем тренинге 16-17, Саш, да? 16-17 числа, да. Да, Энди, спасибо большое вам за этот пример, потому что он очень коучинговый, когда мы переносим работающую позитивную стратегию клиента на другую ситуацию, где ему нужен ресурс. Отличный пример применения EFT коучинга. Спасибо вам. Валентина said that it is very good example because it is really from coaching when we use some positive strategies and we help client to imply, or how to say, to implement them in different areas. So it's great, and we can see that we shouldn't be professional psychologists, psychotherapists and doctors to do that. It's quite easy. Thank you. It's paying attention, looking for strengths. Да, мы просто уделяем внимание, то есть ищем сильные стороны, ищем сильные стратегии. То есть мы, как вот говорят в коучинге, мы усиливаем сильные стороны, трансформируем слабости как раз-таки с помощью EFT. Нам не надо для этого быть психологами. Very good, thanks. Да, еще можно простучать, даже если... Да, и даже, то есть если вы боитесь, что у вас нет диплома, можно простучать это сразу. Диплома, да. Вот, помогать. Вот Маша Беннет, которая привезла EFT в Россию, она была социальным психологом в женской, в женском исправительном заведении, в женской колонии. Маша Bennett was kind of social worker in, I don't even know how to say that in English, some kind of prison, some kind of colonial prison for women. And что она делала? И она применяла EFT, там были у нее женщины, которые с героиновой зависимостью,
And she used EFT to help people with heroin addiction. Да, и с очень такой тяжелой судьбой. И у меня на сайте есть некоторые статьи, которые Маша Беннет писала в свое время, значит, и там есть некоторые истории, так что кому интересно, заходите на сайт, вот, и там тоже много информации, а вообще приходите на Энди, и там будет весело, поучительно, и вы получите большой ресурс и порешаете свои вопросики, которые, и свои страхи, которые вас беспокоят в данный момент. То есть это два в одном, это и обучение, и терапия, и обретение единомышленников. Да, дружеское комьюнити, так что будет хорошо, весело, приходите обязательно, потому что в следующий раз это будет не скоро. Вот. А с Валентиной мы можем организовать какой-нибудь еще зумчик по поводу коучинга в бизнесе именно в России, потому что у меня есть много своих историй на эту тему. Sasha has just invited again our audience to join you at how to say on this date 16th 17th October, and that's it. We are going to come definitely. Excellent. I'll be happy to have you there. Да, и Энди счастлив. Что? Sorry, repeat, please. No, just very charmed to meet you, see you again, and to meet you, and look forward to the 16th and 17th. Да, Энди рад нас всех видеть перед этим событием 16-17 октября. И да, приходите. Да. Спасибо большое за этот прекрасный вечер. Я углубила свои знания про EFT и все больше и больше убеждаюсь, насколько много общего между коучингом и EFT. Это прекрасно. Valentina is very happy to see and to realize that there is so much in common in these two topics, and we are going to, to tell people from coaching society and psychological society about EFT. We are going to do that. It's kind of our mission. Да, так что кем бы вы ни были, коучер, да, правильно будет? Не, коуч просто. Коуч, психолог, психотерапевт, школьный учитель, просто хороший человек. Приходите, это не будет вам лишним, это поможет вам быть более спокойным, научиться управлять своими эмоциями и быть более счастливым, потому что таппинг отвечает на вопрос «как?». Это самая главная его фишка, как избавиться от страха, как избавиться от боли, как избавиться от ревности, как полюбить себя, как принять себя. И все «как» на все это отвечает таппинг. Sasha said that the major question that, major issue that EFT solves, and the question is how to release stress, how to become calmer, how to find some inner resources. This is all about EFT. Yes, it's what it was created for. It restores the calm and alert state. Да, EFT было создано как раз для этого, чтобы вернуть. Да, и у любого человека, который практиковал хотя бы немного, это у него огромное количество историй, и все истории с хорошим концом. Здесь всегда happy end, да. Хорошо, ну будем тогда заканчивать на сегодня, пожалуй, да? Всем спасибо. Значит, ссылки в описании, там же будет ссылка на ресурсы Валерии, кому интересно будет узнать по коучингу побольше. И я думаю, что мы будем еще встречаться, записывать ролики. Да. А в четверг у нас будет, значит, еще один интересный гость. Okay, we are about to finish. Very big thanks, Andy, Bryce, that you joined us today, and we are very happy to see you again in October, very soon. Okay. So see you soon. Okay, it was my pleasure. Yes, it's goodbye. Okay, Bye.
Спасибо, коллеги, спасибо за приятный разговор. Я с удовольствием поддержу объединение